Всем привет, добро пожаловать на канал, с вами Буря, и сейчас я хочу представить вам игру Stranded Alien Dawn. Это новая игра типа RimWorld от создателей Frostpunk. Давай-ка, наверное, пройдем обучение и оценим игру, как она вообще состоит из чего. Так, обучение и основы игры. Добро пожаловать в Stranded Alien Dawn. В первом уроке вы научитесь взаимодействовать с средой и построите простой лагерь. Также вы немного ознакомитесь с исследованием и ремеслом. Судьба выживших зависит от вас. Готовы привести их к спасению? Отлично, для начала научимся управлять камерой. Хорошо, так, значит, подвиньте камеру с клавишами вот этими вот, подвигали. Поверните камеру, зажав Alt или ролик. Да, повернули. Так, там все взрывается. Прикольно, прикольно. Графика прикольненькая такая. Всякие растения. Поселенцы наши есть, бегают. Коннор, Маки и Ракха. Приближение и отдаление камеры. Это, да, есть такое дело. Сбор ресурсов. Вы можете взаимодействовать с разными объектами этого мира. Для этого выберите объект и используйте действие на его инфопанели. Также можно использовать на объекте правую кнопку мышки. Это откроет меню со всеми действиями, доступными сейчас для объекта. Когда вы выберете действие, выживший возьмется за дело и выполнит его. Используйте эти способы, чтобы собрать какие-нибудь ресурсы. Давай-ка. Это, да, и разобрать. Выберите посадочную капсулу, используйте действие «Собрать утиль». Это сделали. Выберите какой-нибудь куст, чтобы срубить его. Давай-ка вот это, да, ну, срубить выберите. И дерево тоже. Срубить. Сбор ресурсов начался. Скорость игры. Приостановка игры. Используйте кнопку интерфейса в верхнем левом углу или клавишу пробел. Понял, есть такое дело. Повысьте скорость игры. Повышаем. Собрать металлолом. Собрали уже 5 палки. Собирают, собрали. И дерево. И дерево. Давай-ка дойди до дерева и собери его. Давай-ка еще ускоримся. Дерево собрали. Так, хорошо. Шкала ресурсов. Нажимаем сюда, и у нас ресурсы. Металлолом, там ветки, бревна, еще что-то. Пока что не показывает. Строительство лагеря. Постройте простой лагерь, в котором ваши подопечные будут более-менее защищены от стихий и смогут спокойно спать и работать. Крайне важно для их выживания и благосостояния. Хорошо. Используйте собранные ресурсы, чтобы построить укрытие. Несколько простых мест для сна и костер, который будет источником света в темноте, время суток, а также источником тепла, вокруг которого замерзшие выжившие смогут согреться. Обратите внимание на инфопанель строительства в левой стороне экрана. На ней есть полезные подсказки по управлению. Ага, хорошо. Так, лагерь, укрытие, металлолом. Давай-ка где мы поставим его? Давай-ка где-то вот тут вот, что ли. Так, кустики всякие, синие, красные, фиолетовые, разные. Ладно, давай-ка вот тут вот где-то поставимся. Чтобы поместить, нажмите левую кнопку мыши. Нажмите для отмены правую кнопку мышки. Для вращения используйте R и T. Ага, хорошо, понял. Чтобы поместить несколько сооружений, зажмите Shift. Так, 1, 2, 3. Давай-ка попробуем развернуть. Вот так вот поставим. И еще раз развернуть. И вот так вот поставим. Нормально? Нормально. Давай-ка еще одну поставим. Вот так вот. То есть такая вот палатка. Плюс-минус нормальная. Завершите строительство. Ой, это я надолго поставил, на много времени. Давай-ка ускоримся. Да, такая вот конструкция из металлолома получается. Маки у нас строитель, да? Похоже. Похоже на то. Построили. Хорошо. Скорость уменьшаем. Лагерь. Место для сна. Земля. Вот это вот дело. Тоже RT надо жать, чтобы повернуть. Куда мы положим? Вот так вот положим. Ага, нет, стоп. Это надо было Shift, потому что вроде как там 3 места нужно спальных. Да, 3 места спальных мы положили. Разместить костер рядом с местами для сна. Хорошо. Костер. Металлолом. Костер из металлолома. Ну, давай вот здесь вот.
Так, построили 3 места для сна, сложите костер. Ускоряем. Бревна понес. И металлолом несет, да? Все, построил. Отлично. Следующее. Хранение ресурсов. Храните ресурсы поближе к лагерю, чтобы ускорить строительство и производство в будущем. Самый простой способ хранения — сложить ресурсы в штабель. Ресурсы просто кладутся в отведенное место на земле, и никакие дополнительные стройматериалы не требуются. В штабеле единственный способ хранить громоздкие строительные материалы, такие как дерево и камень. Но пока что вы будете складывать так все свои вещи, как большие, так и маленькие. Чтобы защитить ресурсы от стихии, разместите штабель под крышей, в данном случае в укрытии. Ага, хорошо. Давай-ка мы штабеля, наверное, где-то... Постройте еще укрытие неподалеку от первого. Ага, понял. Лагерь, укрытие, металлолом. Недалеко от первого, говорят нам. Значит, где-то, поставим вот тут вот. Вот так вот. Сон. Ваши выжившие люди, а не машины. А это значит, что они устают. В течение дня по умолчанию их рабочий день заканчивается в 21:00. И в это время они начинают искать еду, отдыхать или ложиться спать. Во время обучения выжившие будут быстрее восстанавливать силы во сне. Но в обычных условиях вы можете строить планы на следующий день и готовиться к выполнению разных действий, пока они спят. Понятно. Место для хранения. Постройте еще укрытие неподалеку от первого. Вы можете копировать уже существующие постройки. Для этого выберите их и используйте действие копировать. Так, а у меня, похоже, металлолома нету, что ли? Подожди-ка. Есть разбор. Тут разборка уже полностью закончилась. Да, давай-ка вот это дело разобрать тогда еще. Плюс. Что-то он не очень-то и спешит. Так, лагерь. Укрытие, место для сна, костер. А где... Ага, копировать. Копировать там можно было, да? Копировать. То есть копировать укрытие. Да, укрытие я построил, и надо поставить хранилище. Штабель. Вот это вот дело. Давай-ка его вот так вот установим. Разместите штабель шириной в 2 клетки под крышей. Вы найдете его в меню хранилища. Щелкните кнопкой мыши один раз, чтобы задать начальную клетку. Затем потяните рамку, чтобы выбрать 2 клетки. И снова щелкните мышью, чтобы подтвердить. Разместите еще штабель шириной в 2 клетки напротив первого. Ну, я понял. Значит, давай-ка еще один. Ладно, вот так вот. Копировать. Копировать. И... Вот так вот поставим. Еще одно укрытие. Металлолом у нас все еще есть. Ракха идет что-то производить. Идет производить, да. Идет, несет ресурсы. Сейчас построит вроде как, да, должен бы построить. И поставим еще один штабель. Ну, не напротив, а рядом. Изучение и исследование. Много здесь кажется знакомым, но на самом деле почти все на этой планете выжившим в новинку. Чтобы местные растения можно было использовать и выращивать, сначала вы должны их изучить и понять, что это такое. Изучение и исследование. Другой способ открывать новые. Проводить старые добрые исследования за столом исследователя, чтобы подготовиться к встрече с неведомыми опасностями, которые поджидают вас на этой планете. Вы должны узнать о ней больше. Хорошо. Изучение и исследование. Выберите оранжевые грибы, найдите их в ближайшем лесу. Где? Вот тут вот. Изучить. Используйте действие «Изучить». Постройте рядом с укрытиями стол исследователя. Так, хорошо. Давай-ка вот тут вот. Наука, стол исследователя. Металлолом либо дерево. Дерево у меня не то чтобы есть. А вот металлолом есть. Давай-ка из металлолома. Клавиши RT нам в этом помогут. Вот тут его ставим. Хорошо. Это построили. Откройте меню управления исследования и поставьте создание оружия в очередь. Так, здесь исследовать и оружие. Создание. Лук 20, арбалета 10, копье. Ладно, ставим. Кто-то сейчас пойдет исследовать, наверное. Завершите исследование. Выполните изучение. Выполните исследование. Текущий прогресс показан сверху слева. А где сверху слева? Вот тут вот. Да, здесь показано, но оно вроде бы пока что не изучается. Наши люди пошли спать.
началось исследование. Исследует. Открытие. Гриб светлячок. То есть исследовали вот эту вот фиговину, да? Что-то за гриб такой. Изучили вроде бы его. Выполнили изучение, и давай-ка дождемся, пока Ракха исследует науку, которую мы там поставили. Так он там работает. Все? Все. Ремесло. Пришло время освоить ремесло и научиться создавать новые предметы. Постройте верстак и научитесь добавлять задания по производству и управлять ими. Обратите внимание, что выжившие с низким уровнем навыка могут провалить некоторые задачи. Вы можете запустить несколько задач на одном устройстве и установить для их приоритет. Также вы можете задать лимит производства и настроить разрешенные ингредиенты, если это применимо. Например, в этом уроке вы создадите короткий лук, используя обычную ткань, чтобы не тратить на предмет ценную синтетику. Угу, понял. Ремесло. Соберите не менее 20 грибов-светлячков. Так, а здесь я могу еще что-то исследовать? А вроде бы нет. А вроде бы ничего и нету. Ладно. Приказы. Собрать урожай. А грибы-светлячки где они? Я их не вижу. Так, вот еще грибы-светлячки. 30 штук. Собираем их тоже. Ну, там как бы не все соберутся, скорее всего. Производство. Верстак. Из дерева. Давай-ка его поставим где-то как-то вот так вот. Дерево 9 из 10. То есть мне нужно еще одно дерево спилить. Срубить дерево. Рубим. Рака пошел сразу срубать дерево. Рубает. А дальше он пошел спать. Вот какой Соня за Соня, а? Ну, все как в Римке почти. 20 грибов-светлячков собрано, соберите не менее 10 из дерева. Постройте рядом с укрытием верстак, вы найдете его в меню производства. Так, я его установил, но он еще не построился. Так, пошел за деревом, скорее всего, да? Да, пошел за деревом и сейчас принесет и, скорее всего, его построит уже. Да, построил. Ремесло. Выберите верстак и добавьте задачу «Целебная мазь». Создать целебная мазь. Выберите объем производства до 10. Вот этого, да? При этом выжившие будут создавать целебную мазь, пока на складе не окажется 10 единиц. До 10. Вот так вот, до 10. Добавьте задачу «Короткий лук». Хорошо, добавляем изготовление оружия, изготовить короткий лук. Запретите использование синтетических тканей. Запрет ставим, просто ткани. Вернитесь на основную инфопанель и передвиньте задачу «Короткий лук» наверх. Хорошо, короткий лук наверх. То есть, чтобы делали его первым. Очень хорошо, поздравляем, вы прошли первый урок. Теперь вы знаете, как построить простой лагерь, умеете выполнить исследования и мастерить новые предметы. Но это только начало. Готовы к следующему шагу? Тогда вперед. В уроке «Бой и лечение» вам предстоит нырнуть в самую гущу сражений. Следующий урок. Поехали. Опасное положение. Плохие новости. Одна из выживших Маки заболела, но нужных медикаментов у вас нет, так что она просто лежит в кровати и ждет лечения. И кто знает, как долго ей придется прождать. Но это еще не все. У лагеря уже давно кружит стая агрессивных на вид насекомых. Они неизбежно нападут. Сначала разберемся с врагами. Проверьте навыки всех выживших и найдите того, кто лучше всех справится с этой задачей. Затем снарядите выжившего оружием. Понял. Так, нажимая на паузу, приостановите игру, чтобы дать себе время. Используйте кнопку интерфейса или клавишу пробела. Выберите Ракху и откройте вкладку навыков. Ракха. Навыки. Бой у него никакой. Здесь вы можете посмотреть уровни навыков. Найдите и выберите выжившего с самым высоким уровнем боя. Чтобы быстрее выбирать выживших, щелкните по их портретам. Вот тут бой интерес. Ему нравится драться. Выберите Конора. Выбрали. Выберите ячейку оружия ближнего боя и переместите туда копье. Ближний бой и копье. Снимите игру с паузы и дождитесь, пока Конор возьмет копьем. Так, снимаем игру с паузы. Снимаем с паузы. Он как бы идет за копьем, да? Правильно?
Да, все правильно. Взял копье? Взял. Так, и дальше. Призыв и бой. Конор готов к бою, и теперь вы поведете его в битву. Чтобы это сделать, вам надо получить над ним прямое управление с помощью действия призыв. Так вы сможете указывать выжившим, куда идти и кого атаковать. Помните, что непризванные выжившие в случае опасности обращаются в бегство, даже если у них есть при себе оружие. Призванные выжившие, напротив, не делают ничего, пока не получат от вас приказ. Для призванных выживших недоступно большинство обычных действий. Понятно. Так, Конор. Агрессивные животные. Вот они. Конор. Призвать. Призываем. Нажимаем атаковать его. Что, Конор вроде бы должен побежать, правильно? Давай-ка немножко ускорим, чтобы он быстрее добежал. Да, бежит. Давай-ка за ним проследим. Нападение агрессивных животных. Так, ты куда побежал? Куда-то побежал. Да, его там бьют, его бьют. И он, естественно, копьем отбивается. Убегают. Убейте насекомых переростков. 5 из 10, то есть 10 штук надо завалить. 8 завалили. Давай-ка еще. Вот это вот. Пауза нам помогла. И еще одного. Промах. Проверка здоровья. Опасность позади, и теперь можно позаботиться о больных и раненых. В целях обучения ваш боец Конор получил больше урона, чем обычно получил бы в такой ситуации. И теперь от боли он потерял сознание. Теперь его должен спасти другой выживший, а затем положить в кровать, где его можно будет вылечить. Пока Конора спасают, осмотрим его раны, чтобы узнать, какие они накладывают эффекты и как их лечить. Затем поднимите с кровати больную Маки, чтобы она занялась лечением. У нее этот навык самый высокий. Я понял. Проверьте состояние выработана плоть или неглубокий укус, чтобы узнать подробности. А как, я еще уже проверил, что ли? Взгляните на уведомление травма. Травма Конора. Взглянули. Большинство уведомлений отображает дополнительную информацию, как навести на них курсор. Выберите Конора и откройте вкладку «Здоровье». Сделали. Вырванная плоть. Вот это вот дело, да? Повязка нужна. Выберите Маки и используйте действие «Ждать лечения». Маки. Ждать лечения. Ага, то есть она встает с кровати, не ждет лечения, пока ее полечат, а идет лечить Конора. Вы приказали Маки не ждать лечения, и теперь она встанет с кровати и будет выполнять действия как обычно. Пока она берет медикаменты и лечит Конора, поищем способ вылечить и ее тоже. Аптечки. У вас есть целебная мазь и повязки. Все это подходит для лечения травм, но никак не поможет в случае болезни. На исследование и создание нового лекарства нужно много времени, так что лучший вариант попробовать найти аптечку. В ней будет все необходимое, чтобы помочь при любом состоянии. Итак, пора поискать утиль. Хорошо. То есть, Маки. Ты идешь и спасаешь этого, да? Нет, не этого, вот это вот. Правильно? Вроде бы бежит. Давай-ка ускоримся. А Ракха идет сюда. Разобрать. Аптечки. Вы можете повысить скорость игры, чтобы сократить время ожидания. Используйте кнопки интерфейса в верхнем левом углу. Или нажав клавишу плюс. Клавиша минус уменьшает скорость игры. Отметьте посадочную капсулу для поиска утиля. Добудьте аптечки. Подождите, пока Конор не вылечится полностью. Хорошо. Так, смотрим на Конора и травмы его. Укус обработано. Ускоримся. Все, Конор как бы вылечился полностью, почти полностью. Небольшая боль у него есть и движение 70% только. Выберите Маки и используйте действие «Ждать лечения». Маки. Ждать лечения. Сделали. Подождите, пока Маки не вылечится полностью. Если Конор все еще восстанавливается, наведите курсор. Ага, ну понятно. Не пошло. Оружие дальнего боя.
Теперь, когда все поправили здоровье, вы можете спокойно осмотреть интересную находку – пару лазерных пистолетов. Копье, которое вы использовали ранее, является оружием ближнего боя. Сражаясь в ближнем бою, боец неизбежно получит какое-нибудь ранение, а вот оружие дальнего боя позволит выжившим держаться на расстоянии. Так избегать травм становится проще. Выживший может взять одновременно и оружие дальнего боя, и оружие ближнего боя, а затем переключаться между ними в зависимости от того, как далеко находится цель. Снарядите выживших только что найденными лазерными пистолетами и опробуйте новое оружие в бою с насекомыми-переростками. Хорошо. Так, где мы их это найдем-то? Эти только что найденные. Выберите Конора. Выбрал Конора. Агрессивные животные. Есть такие. Конора выбрали? Выбрали. Выберите уведомление агрессивные животные. Выберите Конора и выдайте ему лазерный пистолет. Одежда. Вот это дело. И лазерный пистолет. Выберите Раку и выдайте ему второй пистолет. Хорошо, выдаем. Так, они где-то, значит, тут лежат. А, вон там, похоже. Вот это вот дело. Ракха есть. А Конор все еще топает. Давай-ка ускоримся. Ага. Оружие дальнего боя. Выберите обоих выживших. Давай-ка вот так вот. Нет, так не получается. Так получается. И призвать. Сюда бежим. Ну или стреляем просто. Так, ты стреляй сюда, ты стреляй сюда. Конор с копьем тоже. Урон получает один и второй. Убейте насекомых переростков 10 штук. Так, ты сюда беги. Стреляй. Так, Конор сюда. Все, нормально. Завалили всех. Очень хорошо. Теперь вы умеете вести выживших в бой и знаете, как лечить их раны. Если вы хотите узнать, как позаботиться о том, чтобы выжившие достаточно отдыхали и были в хорошем настроении, а также научиться настраивать, какие действия они могут выполнять и в какое время, пройдите урок управления выжившими. Хорошо, давай-ка. Настроение выживших. Еще один день в раю. Ну, не совсем, конечно. У ваших подопечных есть все самое основное для выживания, но не менее важно позаботиться о душевном здоровье. Настроение выживших меняется в зависимости от радости и тягот, которые они испытывают. Следите за ними, чтобы выявить проблемы и находить подсказки, как их можно решить. Текущее настроение выжившего показывается голубым цветом на фоне его портрета. Новые тяготы и радости отображаются в виде парящего текста, но искать связанную с настроением информацию удобнее всего на вкладке настроения на инфопанели выжившего. Заглядывайте туда, чтобы понять, как можно улучшить условия в лагере. Хорошо, так, выбираем Конора, да, правильно? Выбираем настроение Е-стоя, вот это вот, да? Проверьте тяготу. Проверили тяготу Е-стоя, и нам нужно построить мебель. Большой стол, естественно. Разместите рядом с укрытием большой деревянный или каменный стол. Вы найдете его в меню мебели. Давай-ка каменный. Камня у нас вроде бы есть немного. Да, давай-ка куда-то вот сюда поставим. Ну и также стулья нужны, да? Стул каменный ставим через Shift. То есть нам нужно 3, давай-ка 4 поставим стула. Лишним не будет, я думаю. Так, вот несут камень. Маки несет камень. Да, и сейчас будет строить. Да, строить вытачивает стол из этого камня. Вы можете повысить скорость игры, чтобы сократить время ожидания. Используйте кнопки интерфейса в верхнем левом углу, чтобы или клавишу плюс. Клавиша минус уменьшить скорость игры. Завершите все строительство. Так, ускорим. Готовка. Теперь у выживших есть место для приема пищи, но имеющиеся аварийные пайки не очень-то аппетитные и никому не поднимают настроение. Хорошо, что есть такая вещь, как готовка. Вы можете готовить пайки, чтобы раскрыть их вкус, а также готовить блюда из местных ингредиентов. Помните, что в своем изначальном состоянии аварийные пайки хранятся очень долго. Их хорошо приберегать на крайний случай и готовить только если под рукой больше ничего нет. Понятно. Аварийные пайки. Выберите штабель и проверьте аварийные пайки.
Обратите внимание, что они не воздействуют на настроение. Выберите костер и добавьте приготовленный аварийный паёк в очередь производства. Используйте действие «Быстрые рецепты». Обратите внимание на эффект рецепта настроения +6. Так, давай-ка. Быстрые рецепты. Приготовленный аварийный паёк. Разделка. Отметьте мертвых насекомых переростков рядом с посадочной капсулой для разделки. Вы можете использовать меню приказов, чтобы отметить зону с несколькими трупами, вместо того, чтобы выбрать насекомых по одному. Так, я понял. То есть вот это дело выбираем и разделать. Соберите не менее 10 насекомых. Давай-ка ускоримся. Так, разделка завершена. Либо не насекомых, либо мясо. Выберите костер и добавьте мясной суп в очередь производства. Быстрые рецепты, мясной суп. Выберите объем производства супа до 2. Вот так вот. Вернитесь на основной... Да, передвинули. Выше поставить. Приоритет выше как бы. Допустимая пища. Рано или поздно ваши выжившие захотят питаться разнообразнее и начнут пробовать разную пищу, в том числе сырую. Однако некоторые сырые продукты могут нанести им вред. Если не хотите рисковать, вы можете запретить употребление сырой пищи. Выберите выжившего и откройте вкладку «Ограничения». Выживший и вкладка «Ограничения». Сырая пища забираем. Так, всем забираем. Фермерство и прямые приказы. Крайне важно стабильно обеспечивать выживших приготовленной пищей, поэтому в долгосрочной перспективе не рекомендуется полагаться исключительно на найденные пайки и редкую добычу. Выжившие уже изучили местные грибы-светлячки и накопили достаточно знаний, чтобы выращивать их. Они особенно полезны, так как из них можно сделать целебную мазь или быстро сварить овощной суп. Давайте разместим ферму. Выживший немедленно начнет посадку. Так, хорошо, давай-ка сначала им сделаем, чтобы они не ели сырую пищу. И сейчас фермерство, пищевые культуры. Грибы-светлячки. Разместите поле для грибов-светлячков размером 5 на 5. Вы найдете его в меню фермерства. При размещении ферм вы увидите цветную сетку, показывающую, как выбранные растения будут расти на подстилающем грунте. Для выращивания грибов-светлячков выберите место с угленком рядом с лагерем. Так вы обеспечите наилучшие условия для роста. Так, 100% рост. Здесь не плодородная земля, здесь рост 50%. Так, 5 на 5. Давай-ка 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 5 на 5. Окей. Все. Маки пошел сажать. Хорошо. Пусть сажает. Прямые приказы. Выберите выживший и отдайте прямой приказ срубить растение. Наведите курсор на малое лиственное дерево и нажмите правую кнопку мыши. Чтобы открыть меню прямых приказов, выберите «Срубить малое лиственное дерево». Так, давай-ка вот так вот. «Срубить малое лиственное дерево». Вот, теперь все сработало. Управление действиями. Прямые приказы полезны, когда надо сделать что-то быстро, но выжившие могут действовать эффективно и без вашего постоянного контроля. Откройте меню действий. Здесь вы можете разрешать или запрещать конкретным выжившим выполнять те или иные действия, чтобы оптимизировать рабочий процесс. Также вы можете отключить простые приоритеты и назначить для каждого действия приоритет. От единицы самый высокий до 5 самый низкий. Выжившие выбирают и выполняют действия слева направо. Если у нескольких действий одинаковый приоритет, первым будет выполняться тот, что слева. При выборе действий вы будете видеть соответствующий уровень навыков выживших. Это поможет вам решить, как лучше расставить приоритеты. Хорошо. Значит, откройте меню действий. Действия. Так, это то, что они могут делать. Запретить действие готовка выжившему с наименьшим навыком готовки. Готовка. Вот готовка есть. Так, готовка это у нас будет маки, скорее всего. И Ракха Чет, убираем его. Все, отлично. Установите действие сбор урожая и посадить на единичку выжившего с наивысшим уровнем навыка фермерства. Тоже маки. Вот, отлично. Возможности для отдыха. С настроением выживших тесно связан отдых или его недостаток. Следить за этим параметром можно на главной вкладке инфопанелей выживших, а в разделе тягот и радостей на вкладке настроения можно найти кое-какие подсказки.
Выжившие будут отдыхать в свободное время. Для этого они могут отправиться на прогулку или просто немного посидеть. Но этих простых видов отдыха скоро станет недостаточно, и вам надо будет обеспечивать больше разнообразия. Выжившие уже изучили необычное фиолетовое растение, которого можно получить материалы для нового универсального устройства – столба для ударов. Отдых. Соберите не менее 20 единиц кожи древа. Кожа древа – это большое фиолетовое растение, растущее неподалеку от вашего лагеря. Так, хорошо, вот оно. Давай-ка мы его соберем. Собрать урожай. Выберите верстак и добавьте растительную кожу в очередь производства. Верстак вот этот вот. Создать и растительная кожа. Выдубите растительную кожу из кожи древа. Произведите не менее 20 единиц растительной кожи. Понял. 20 единиц. То есть тут не 10 надо, а 2 только поставить, потому что они сразу же по 10 делают. Мне нужно всего-то 20. Делаем еще один раз. Ускориться нельзя, потому что уже и так максимально ускорено. Готово. Отдых. Постройте рядом с укрытиями столб для ударов. Вы найдете его в меню досуга. Так, досуг и столб для ударов. Куда бы мы его поставили? Давай-ка мы его вот сюда поставим. Все, добавили ресурсы и построили. Хорошо. Управление расписанием. Обеспечить возможность для отдыха недостаточно. Иногда у выживших просто нет времени расслабиться. И в зависимости от задач, которые вы им поручили, они могут успевать только поспать и поесть. Здесь в игру вступает меню расписания. С его помощью вы можете настроить распорядок для каждого выжившего, специально выделить время на отдых, если в этом есть необходимость. Не бойтесь экспериментировать. Пробуйте разные сочетания, чтобы найти то, которое лучше всего подходит для вашей ситуации. Хорошо, попробуем найти. Управление и расписание. Ну, давай-ка отдых поставим сюда, сюда и куда-то сюда. Ну и еще, наверное, раз, два и три. Очень хорошо. Теперь вы знаете, как следить за настроением выживших и помогать им избавляться от тягот. Если вы освоитесь с расписанием и меню действий, это очень поможет вам управлять рабочим процессом и налаживать работу по своему усмотрению. Чтобы узнать об игре еще больше, вы можете пройти следующий урок «Оборона». В нем вы столкнетесь с новыми врагами и научитесь строить укрепления для защиты лагеря. Хорошо. Следующий урок. Оборонительные укрепления. Чем больше вы развиваетесь и расширяете базу, тем сильнее привлекаете внимание местной фауны. Со временем на вас станет нападать все больше животных, а также будут появляться новые враги и сложности. Оборонительные укрепления. Пора укрепить базу и научиться управлять ходом битвы. Вы узнаете, как направлять врагов к подготовленным вами ловушкам. В этом уроке вы увидите, как можно организовать оборону базы. Но в своей игре не бойтесь экспериментировать и придумать собственные конструкции. Ага, хорошо. Разместите последнюю часть изгороди из 5 камней, чтобы закончить ограждение. Оборона. Изгородь. Из камней. Раз, два, три, 4 и 5. Хорошо, готово. Все, что вам может потребоваться в этом обучении, расположено в меню обороны. Понял. Разместите ворота в изгороди из камня. Поместите ворота так, чтобы двери открывались наружу. Это позволит возводить новые постройки внутри огороженной территории. Понял. Ворота. Вот так вот. Установка изгороди вокруг базы. Вы можете повысить скорость игры, чтобы сократить время ожидания. Используйте кнопки интерфейса. Понял, это сюда. Плюс или минус. Либо на вот этой вот фиговине. Ускорить, либо не ускорить. Ловушки. Вы обнесли свой лагерь изгородью, и теперь враги будут идти к единственному оставшемуся проходу, к воротам. Вы можете приказать выжившим открыть или закрыть их, чтобы повлиять на то, по какому пути пойдут враги. Но имейте в виду, если никакого входа не будет, звери начнут атаковать стены и ворота, чтобы прорваться. Здесь вам пригодятся ловушки. Они на время обездвиживают любых врагов, которые на них наступают. Одни ворота, ведущие на базу, уже защищены ловушками. Сделайте то же самое с другими воротами. Также вы можете ставить двери в изгороди, которые выжившие будут использовать и закрывать после прохода. Ага, понял. Оборона. Ловушка, изгородь. Давай-ка... это не то. А где двери? Двери изгороди.
Металлолом, палки, дерево, столбы. Давай-ка металлолом поставим, вот сюда поставим. Хорошо, камни забрал, оборона и ловушки нам нужно. Давай-ка ловушки как-то вот сюда поставим. Раз, два, 3, 4, 5, 6 пусть будет. 6 ловушек. Ну да, 6 ловушек и надо было. Завершите строительство. Завершаем строительство. Высота изгороди и вышки. Вероятно, вы заметили, что кое-где изгородь выше. Это укрепление. Оно намного прочнее обычной изгороди. Но выжившие не могут через него стрелять. Но один способ все же есть. Вы можете строить вышки, на которые выжившие смогут забираться и стрелять поверх высоких стен. Понял. Выберите деревянное укрепление и проверьте его прочность. 250 прочность, здесь прочность 50. Постройте деревянную вышку рядом с деревянным укреплением. Ага, то есть вот эти вот укрепления, они будут все-таки получше, да? Деревянное укрепление. Вот так вот. Поставим одно. Хорошо. Огнеметы. Последнее оборонительное устройство, с которым вы сейчас познакомитесь, это огнемет. Это автоматическое устройство, которое заправляется жидким топливом и выпускает конус пламени, когда какое-нибудь животное его атакует. Огнемет отлично работает в сочетании с ловушками. Они обездвиживают зверей, а огнемет тем временем их испепеляет. Посмотрите, как огнемет установлен рядом с деревянными воротами, и постройте еще один рядом с воротами в изгороди. Помните, что огонь может ранить выживших. Следите, чтобы во время боя они держались от огнеметов подальше. В обычных условиях огнеметы не срабатывают на выживших, так что в мирное время они не опасны для ваших подопечных. Хорошо. Так, оборона. Огнемет. Давай-ка сюда. Положим его. Установите огнемет рядом с воротами изгороди. Установили огнемет. Хорошо. Оборона в действии. Пора проверить вашу оборону на прочность. Следуйте инструкциям, чтобы отразить атаку скоробеев. В ходе боя передвигайте своих выживших так, как вам нужно, и старайтесь беречь их от опасности. Хорошо. Давай-ка вот это вот надо закрыть, наверное. Закрываем ворота. И Коннора поставим вот сюда. Вот, наверх. Залезет. Хорошо. Все, стой здесь. Ракха. Еще бы одну, наверное, поставить вышку. Закройте большие деревянные ворота. Выберите ворота и используйте действие закрыть. Учтите, что действие выполняется не мгновенно. Выжившему придется пройти к ним и закрыть вручную. Так, Ракха, призывать. Давай-ка иди сюда. Он вроде бы тоже умеет стрелять. Я ему давал вроде как это дело. Выберите уведомления агрессивные животные, чтобы найти врагов. Так, вот это дело, да? Так, а что ты не стреляешь по нему? А не может. Убейте 10 скоробеев. То есть один пошел сюда сразу калашматить, да? Понятно. То есть надо было вышку, наверное, ставить за воротами. Отменить призыв. Призовите всех выживших. Ага, понял. Призвать выживших всех. Убейте 10 скоробеев. Понял. Враги, дальний бой. Отличная работа. Вы готовы к бою с более опасными противниками-бегунами. Эти насекомые могут атаковать в дальнем бою, а значит, вы не сможете использовать ту же тактику, что и в бою со скоробеями. Конечно, если хотите уберечь выживших от серьезных ранений. Чтобы справиться с новой угрозой, отведите выживших подальше от низких изгородей и заставьте насекомых пойти на вашу базу, где они попадутся в ловушки. Затем обрушьте на них огонь, чтобы добить. Если вы не хотите ждать, пока враги сами придут в ловушку, вы можете использовать тактику «бей и беги». Для этого перемещайте выжившего вперед для атаки, а затем тут же уводите в безопасное место, прежде чем насекомые атакуют в ответ. Ага. Ну, давай попробуем спрятать их куда-то. Вот туда спрячем. Пошли сюда. Эти ворота, наверное, стоит открыть. Коннор, отменить призыв. Открой ворота. Там ловушки еще надо было поставить. Нападение животных. Так, Коннор, призвать и беги вот туда вот. Закройте ворота в изгороди. Ага, закрыть надо их, значит, это и это. Сражайтесь. Вы можете выбрать призванного выжившего, навести курсор на ворота и напрямую приказать открыть или закрыть ворота. Ага, типа ожидать закрытия. Ага, стоп. Да, закрывается. Сейчас закроем. Закройте ворота в изгороди, откройте дверные ворота. Так, иди сюда. Да, закрыл.
Откройте деревянные ворота. Открыть. Все, пошли сюда. Перезовите всех выживших и расположите их для боя. Убейте 3 визгуна. Так, сюда беги. Маки. Сюда беги. Конор. Сюда беги. Ага, Маки с лука стреляет. Так, ты тоже попадаешь? Вроде бы да, попадает. Очень хорошо. Теперь вы знаете, как укрепить свою базу и защитить ее от врагов, атакующих в ближнем и дальнем бою. Эти знания помогут вам найти собственный стиль ведения боя и любимые схемы строительства укреплений. В следующем уроке комнаты, свет и температура вы научитесь строить комнаты, следить за освещенностью и температурой, а также создавать подходящие условия для хранения ресурсов. Хорошо, давай-ка следующий урок. Комнаты. Жить в лагере непросто и не слишком комфортно. И смена времен года дополнительно все усложняет. Настоящий дом дает немного преимуществ, но для его строительства нужно много времени и ресурсов. К счастью, в этом уроке у вас есть все необходимое, а время строительства значительно уменьшено. При строительстве комнат необходимо учитывать несколько параметров. Самые важные из них – теплоизоляция и размер. Если комната будет слишком большой, слишком маленькой или слишком тонкостенной, то контролировать температуру внутри нее будет непросто. В этом уроке вы увидите полезные примеры и получите несколько рекомендаций. Для начала вы построите комнату и перенесете в нее мебель. Вы также можете сносить то, что вам больше не нужно. Хорошо, попробуем. Так, строительство комнаты. Используйте имеющие основания для строительства. Разместите дверь и окно в вашей первой комнате. В 3 стенах, не стоящих на земляном полу. Там вы построите еще одну комнату. Практически все, что вам понадобится в этом обучении, находится в меню жилища. Разместите комнату размером 5 на 5 из деревянных бревен на бревенчатом полу. Разместите дверь. Разместите деревянное окно. Понятно. Значит, здесь вот, да? Комната, дерево 5 на 5, значит. То есть вот этот вот каркас, фундамент, который есть, он и есть 5 на 5. Хорошо. Так, давай-ка сразу же поставим, ну, где-то, наверное, вот тут дверь поставим. И разместить окно. Окно, вот оно. Давай-ка поставим его вот здесь вот где-то. Все, хорошо. Строительство комнаты. Вы можете повысить скорость игры, чтобы сократить время ожидания. Используйте кнопки интерфейса, ну это понятно. Перестановка мебели. Выберите кровать из металла и передвиньте ее в комнату. Хорошо, передвинуть. Давай-ка мы ее повернем, наверное, вот так вот. И поставим вот сюда вот. Выберите и используйте действие копировать, чтобы разместить еще 2 кровати. Так, кровать и копировать. Нажимаем Shift и делаем еще 2. Спать в кровати намного удобнее, чем в месте для сна, поэтому выжившие будут рады. Снесите места для сна. Снести и снести. Ускорим игру, чтобы быстрее они все это дело построили и снесли. Так, комнаты снесли, кровати поставлены. Температура. Ваши выжившие порадуются, если у каждого из них будет своя комната, но пока что общей спальни будет достаточно. Посмотрим, как она проявит себя во время похолодания. Попробуйте проверить температуру снаружи и в помещении. Показатели отображаются в верхнем левом углу экрана. Поместите курсор в комнату, а затем переместите его наружу, чтобы увидеть, как меняется температура. Разумеется, в комнате с открытыми окнами будет не намного теплее, чем на улице, поэтому вам надо будет закрыть окна и дать выжившим источник тепла. Также обратите внимание на стойкость к температурам ваших выживших. Эти сведения указаны на главной вкладке их инфопанелей, а также на вкладке снаряжения. Если холода будут держаться долго и станут мешать работе снаружи, вы можете сделать для выживших подходящую по сезону одежду, которая изменит их стойкость к температурам. Понятно. Температура снаружи минус 9, внутри 2. То есть можно окно закрыть, да? И температура будет внутри минус 3, снаружи минус 7. Не очень сильно. Ага, то есть закрыть окно в комнате, это я сделал. Выберите выжившие, откройте вкладку снаряжения. Так, Конор, вкладка снаряжения. Чтобы проверить его снаряжение и стойкость к температурам. Минус 7, себя чувствует нормально, и к жаре 41.
тоже себя чувствует нормально. Постройте печь для обогрева внутри комнаты. Теплоизоляция в комнате улучшилась, но с закрытыми окнами в комнату не попадает свет. Как можно увидеть на вкладке «Настроение». Выжившим это не очень нравится. Так как в спальне выжившие в основном спят, все можно было бы оставить как есть, но сейчас, когда они собрались в комнате, чтобы согреться, дадим им какой-нибудь источник света. Огонь всегда можно погасить позже или запретить добавлять топливо, если его надо экономить. Ага, понял. Свет и тепло. Скорость уменьшаем. Настенный факел. И вот этот вот факел давай-ка около двери поставим. Создайте не менее одного факела или масляной лампы в этой комнате. Когда создание будет завершено, запретите добавление топлива с помощью действия «добавить топливо». Так, сюда и пополнить запас. Вот это запрещаем. Срок хранения. У холода есть свои плюсы. Он продлевает срок хранения самых подверженных порче ресурсов, таких как сырая и приготовленная пища. В холода вы можете хранить ресурсы снаружи или открывать окна кладовой, чтобы понижать в ней температуру, или даже замораживать ресурсы. Взгляните на штабели и на то, что в них лежит. Давай-ка посмотрим. Выберите штабель. Наведите курсор на съедобный ресурс, чтобы посмотреть его текущий статус. Вот это вот, да? Зерновая каша. Срок хранения 96%. Хорошо. Общая комната. Последнее большое задание. Постройте общую комнату и переместите в нее всю оставшуюся мебель, чтобы выжившие могли работать и отдыхать в помещении. Это отличная возможность попробовать строить пол, стены и крышу отдельно, используя разные материалы. Нельзя предугадать, какими ресурсами обеспечит вас природа, и этот способ позволит вам лучше планировать свои действия. Если вы построите новую комнату так, чтобы она соединялась с имеющейся спальней, это сэкономит ресурсы, позволит быстрее попадать из одной комнаты в другую и облегчит контроль температуры в помещениях. В процессе вы можете сносить участки комнат и передвигать мебель, если вам что-то мешает. Наконец, вы должны будете построить новое хранилище и переместить часть ресурсов поближе к комнатам, чтобы ходить за ними было быстрее. Для каждого хранилища можно разрешать и запрещать хранение определенных ресурсов или их групп. Это позволяет лучше контролировать поток ресурсов. Старайтесь, чтобы хранилища и производственные устройства находились ближе друг к другу. Так выжившие будут тратить меньше времени на доставку материалов. Понятно. Плюс-минус. Окружите земляной пол каменными стенами. Жилье, стена, камень. Сюда же, да? Да, сюда. Окружаем каменными стенами. Так, насколько мы там окружить должны? На вот столько и вот сюда. Жилище, крыша, сено. То есть крыша из сена. Давай-ка вот так вот. И жилище, дверной проем. Давай из дерева. Давай-ка вот так вот пусть будет. Так, дом. И вот он как выглядит. Все нормально. Завершите все строительство. Понятно. Давай-ка все по-быстрому сделаем. Все. Завершили, да? Перестановка мебели. Передвиньте стол исследователя внутрь новой комнаты. Передвиньте верстак, передвиньте портновский верстак, передвиньте кухонную плиту, передвиньте большой стул и стулья. Понял. Передвинуть. Давай-ка, наверное, все поставим на вот эту вот стену, которая у нас длинная. Стол и стулья. Передвинуть. Поставим ее вот сюда. У нас и так 3 там стулья вроде бы. Все. Вроде бы как отлично. Давай стульчик последний. Отлично, все сделали. Скорость уменьшаем. Новое хранилище. Храните свою пищу рядом с устройствами для готовки и удобствами для еды, чтобы сократить время, которое выжившие тратят на перестановку ресурсов. Так, я понял. Значит, вот это вот переставляем сюда пока что. Вот это дело переставляем. Передвинуть, да, можно. Сюда его надо передвинуть. Постройте стеллажи размером не менее 3 клеток рядом с комнатами. Понял. Так, дерево. Либо металлолом. Чего у меня там больше? Металлолома 500, дерева у меня 400. Давайте из металлолома. Вот сюда, не менее 3 клеток. Хорошо. Выберите стеллаж и откройте вкладку «Ограничения». Стеллаж и ограничения. Смените выбор всех групп, кроме сырой пищи. Всех снимаем, кроме сырой пищи и готовой еды. Все сюда вот. Очень хорошо. Теперь вы умеете строить простые комнаты, передвигать мебель и следить за температурой и освещением. Вы сможете еще лучше управлять освещенностью и температурой в следующем уроке, где вам откроется мир электричества. Хорошо. Следующий урок.
Электричество. Пришло время выйти на новый уровень и научиться делать электросети. С электричеством жизнь ваших подопечных станет намного лучше. Вам откроются более совершенные источники тепла и света, новые приборы и оборонительные устройства, а также возможность точно контролировать температуру. Для начала сделаем морозильник, чтобы ваши ресурсы оставались свежими, независимо от времени года и температуры снаружи. Он будет работать за счет электричества, вырабатываемого солнечной панелью. Вы соедините эти два устройства при помощи электрического столба. Понял. Поместите морозильник в большую комнату. Так, тут как бы все немножко изменилось, я вижу. Хранилище, морозильник. Куда его можно положить? Сюда не поместится, наверное, куда-то вот сюда вот. Да, сюда и ставим. Электричество. Солнечная панель. Не знаю, одного хватит? Вроде бы должно хватить. Разместите электрический столб между комнатами и солнечной панелью. Электричество, электрический столб. Давай-ка так вот. Можно еще? Можно еще. Сюда можно куда-то поставить? Достанет ли? Достанет. Хорошо. Устройство без питания. Морозильник. Завершите все строительство. Так, строительство завершено. Измените ограничение стеллажа. Запретите хранение сырой пищи и готовой еды. Сырая пища и готовая еда. Экологически чистая энергия – это, конечно, хорошо, но производительность солнечных панелей и ветряков зависит от погоды и времени суток, так что они не будут работать постоянно. Чтобы это компенсировать, вы можете хранить излишки энергии в аккумуляторах и использовать их, когда генераторы электричества не работают. Определить уровень заряда аккумулятора можно по световому индикатору сверху. Понял. Иногда запасов электричества будет не хватать. Чтобы обеспечить энергией все устройства, пока производитель электричества не работает, в таких случаях можно автоматически включать другие производители энергии. Это позволит выработать недостающее электричество и не даст аккумуляторам разрядиться окончательно. В следующем сценарии вы построите дизельный генератор, который вырабатывает электричество, тратя жидкое топливо. Так как это ценный ресурс, лучше всего включать генератор только когда запасы электричества падают до определенного уровня. Для этого вам понадобится установить датчик заряда. Ага, понятно. Так, снова электричество, дизельный генератор. Поставим вот сюда, с этой стороны, около лестницы. Пусть будет электричество снова и датчик заряда. Вот сюда вот. Пусть здесь будет. Аккумулятор. Завершите все строительство. Убедитесь, что все устройства должным образом подключены к датчику заряда. Да, вроде бы все нормально работает. Хорошо. Так, выберите дизельный генератор и установите его цепь управления на 2. Цепь управления на 2, то есть дополнительный источник питания. Выберите датчик заряда и установите его активную цепь на 2. Хорошо, снова на 2. Устанавливаем активную цепь 2. Так, задайте пороговый заряд на 60%. С этой настройкой дизельный генератор будет запускаться, когда заряд аккумулятора спустится ниже 60%. Хорошо. Ставим. Готово. Кондиционирование. Когда стабильная электросеть создана, вы можете спокойно делать больше потребляющих энергию устройств. Попробуйте сделать кондиционер. Он позволит вам выбрать и поддерживать определенную температуру. Учтите, что кондиционер может не справиться, если выбранная для него температура слишком отличается от температуры снаружи. Особенно если комната большая. В таком случае можно сделать несколько кондиционеров и настроить их все на одну температуру. Так, это я понял. Дальше. Свет и тепло. Кондиционер. Давай-ка вот сюда вот построим. Установите кондиционер на стену комнаты. После его установки выберите кондиционер и установите целевую температуру на 18. Целевая температура на 24 стоит. Давай-ка поставим на 18. Датчик движения. Умные устройства – классная штука. Внимательно читайте их описание, и совсем скоро вы будете мастерски создавать автоматизированные системы. Кстати говоря, давайте испытаем датчик движения. Он будет засекать движение враждебных существ в большой зоне вокруг себя и активировать подключенные к нему устройства. Хорошо. Далее вы подключите датчик движения к автоматической турели, чтобы она не тратила энергию, когда рядом нет врагов. Датчик включит автоматическую турель, когда уловит движение врагов. Так, оборона, автоматическая турель. Это где-то ее сюда надо поставить, да? Разместите турель рядом с входом на базу. Разместите датчик движения тоже рядом с ним. Так, похоже, нужно электричество сюда провести. Так, если сюда поставить. И дальше я проведу вот сюда его. Так будет нормально или нет? Оборона, ставим сюда.
И давай-ка еще одну поставим турель. Давай-ка сюда, вот так вот. 2 турели поставим. И оборона, датчик движения. Сюда ставим тогда. Завершите все строительство. Убедитесь, что правильно подключено, чтобы датчик движения и турель, пулемет работали как надо. Скорее всего, это все дело надо было ставить где-то вот тут вот. Но так как я уже поставил там, пусть будет там. Выберите турель и установите ее цель управления на 3. Цепь управления на 3. И здесь цепь управления на 3. Выберите датчик движения и установите его активную цепь на 3. Так, активная цепь на 3. Все, начала вертеться, крутиться. Работа датчика движения. Посмотрите, как турель будет включаться, когда датчик движения обнаружит враждебных животных. Убейте нападающих скоробеев. 10 штук. А вот они ползут. Вот они ползут. Давай-ка посмотрим, как это дело будет работать вообще. Интересно, чем оно стреляет? Я вроде как патронов никаких не производил. Так, убило. Еще ползет один. Сколько там? 6 всего-то. Все нормально. 10 штук завалили. Очень хорошо. Теперь вы умеете создавать электросети и настраивать автоматизированные системы внутри их. Все. Как бы обучение мы закончили. Игрушка бомбовая. Ну, насчет Римки, да, Римка похожие, очень сильно похожие, возможно, даже то же самое, но игрушка просто жесть какая. Я думаю, стоит она внимания. Я думаю, я ее поиграю, попробуем ее пройти каким-то способом. Не знаю, тут только выживание или еще какая-то фиговина. Ну, естественно, играть мы ее будем. Значит, игрушка огонь. Все, что могу сказать. Ладно, на этом, я думаю, мы закончим обзор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и увидимся уже в прохождении этой призамечательной игрушки. Всем пока.